друзья! Сегодня у нас в гостях персональный стилист-дизайнер, наставник фэшн-специалистов Анна Федорова. Анна сегодня расскажет нам о том, как стилизовать образы согласно трендам в цветах и не только. Да, всем здравствуйте. Рада я сегодня здесь быть в гостях у Натальи, потому что я с удовольствием наблюдаю за тем, что она творит. Это просто, вы знаете, не оторвать глаз. И сегодня мы с вами поговорим о трендах, которые сейчас нам так важно учитывать в нашей трансляции и коммуникации с миром. Ну что, давайте мы начнем. Сегодня Наталья у нас специально подготовилась и одела простую базовую одежду. Я вам скажу по секрету, она собирается в путешествие. И именно для того, чтобы взять маленький чемоданчик, и для того, чтобы взять минимум вещей, понимаете, она выбрала базовую простую одежду, но у нее будут разные встречи, у нее встретятся в этом путешествии разные люди, и ей нужно будет мало того, что поддерживать свое состояние, создавать себе настроение, да, которое будет ее питать для коммуникации с миром, ей нужно еще и Транслировать свои ценности. Транслировать свои ценности, да, и общаться с людьми посредством своего образа. И смотрите, что мы сегодня используем. Мы используем деловой черный пиджак, джинсы, белую футболку и ремень. На ногах у нее черные лодочки. И смотрите, для того, чтобы Наталье обратить на себя внимание и сделать образ запоминающимся, но элегантным и таким, знаете, с налетом фэшн, да, но не громким, не ярким, не кричащим, да, Наталья может использовать. Это камелия, это классика, это дорогая классика, которая известна, понятна многим, потому что этот цветок считается цветком от Шанель. Конечно, есть много мифов, но тем не менее нам всем приятнее считать, что это Шанель разработала этот цветок. И да, как говорят, с этим цветком можно на прием к президенту. Да? Это выглядит не вычурно, это выглядит элегантно, это выглядит женственно, но как раз в той самой эклектике, да, с черным деловым пиджаком, когда присутствует цветок, как раз Наталья говорит о том, что она предприниматель, что она бизнесмен, да, она знает, как строится структура бизнеса, и она владеет этой структурой, но ее бизнес про красоту, ее бизнес про женственность, да, и для женщин, для прекрасной половины нашего человечества. Отлично. Кроме материала твида, классически воспринимается еще, конечно, у нас горошек. Но сразу обратите внимание, как меняется впечатление, да, когда мы используем здесь горошек. Появляется такая игривость, да, Наталья, образ становится таким... Уже на коктейль. Да, на коктейль. Она так элегантно флиртует с жизнью, да, флиртует со своим состоянием и с миром, да, точно так же, может, чуть более яркий вариант мы можем использовать, но тоже в горошек. Посмотрите, здесь он более тонкий, более мелкий, но тоже как интересно смотрится, да, а еще плюс контрастное сочетание черного и белого, конечно, это очень такой выигрышный и привлекает внимание образ, согласитесь. Можем использовать цветы, допустим, это может быть принт, да, но здесь мы уже будем говорить про, я бы сказала, про сексуальность, да, когда мы используем анималистичные принты, это уже про такой сексуальный, природный позыв, призыв, да, и как раз такую нотку настроения вы можете включать в свой обычный абсолютно образ. И посмотрите уже, сколько раз вы изменили, да, свое впечатление, да, сколько раз вы уже обыграли совсем и настроение. простые Вот вещи. с этим цветком мне даже захотелось руку в карман автоматически поставить. Даже не то, что руку в карман, а ей захотелось подчеркнуть талию, подчеркнуть свои бедра, Тело потому что это про сексуальность, понимаете? Еще что, давайте еще мы с вами поговорим, что этот цветок вы же можете не только на лацкане носить, даже вы же можете подчеркнуть самое тонкое, изящное место на теле женщины, это шея, да, и это будет уже еще по-другому смотреться, ближе к лицу, больше акцента на вашу красоту, на красоту лица, да. Вы можете использовать на плече этот цветок, когда вы расширяете немного верхнюю зону, да,
появляется больше воздуха и больше игры, больше пластики вашего тела. Ну и, конечно, образ тоже вы можете уже не так стационарно близко к шее, да, вы можете повести плечиком, вы можете поиграть, как-то повернуться по-другому, да. А еще вы же можете использовать на поясе, например, этот цветок. Это тоже будет очень интересно, это будет привлекать внимание, да, и держать акцент на вашем образе. А еще вы можете подчеркнуть еще одно такое изящное место запястья. Вы можете надевать цветок как браслет, да, и можете играть этой рукой тоже к лицу, подносить, когда вы говорите какую-то особенную фразу, да, или держать где-то возле талии, или возле груди, например, или возле плеча, да. Опять же, у вас деловой, спокойный образ, но есть такой, знаете, нюанс, который говорит чуть больше о вас, чуть больше говорит про ваши ценности. Цветы на обувь. Это тоже смотрится очень красиво и очень элегантно, когда вы добавляете цветок на обувь или на щиколотку. Представьте, как по-новому воспринимается то, что вы несете, и сколько креативности в вашем образе появится. Да? Это опять же расширяет границы восприятия вашей личности. Вы уже показываете себя с разных граней. Всего-то простая одежда и цветы. Еще недавно было невозможно это осуществить, да, носить на щиколотке шелковые цветы было жалко. Да. Но вот благодаря новой технологии как раз-таки можно будет носить цветы, постирать их спокойно. Покажем? Да, давай, конечно, покажем. Я так оставляла, знаешь, ее. Да, как изюминку такую. В общем, и для меня это тоже очень такой важный момент, потому что это новая технология, которую я впервые представлю на курсе. И что мне хотелось для того, в этом цветке изобразить, во-первых, идею трансформации, чтобы цветок мог быть и на щиколотке, и носиться как брелок, и на сумочке, и даже, вот Аня подсказала, на лацкане пиджака, это смотрится очень красиво. Покажем. Дай. И при этом можно было этот цветок постирать. Цветок, с одной стороны, имеет такую плоскую форму, но с другой стороны у него играют лепестки, и это выглядит очень стильно, потому что это не такой прям большой-большой объем, ты можешь в нем пойти на чашечку кофе, ты можешь просто пойти по делам, поехать на любую встречу, там, куда угодно. Но при этом, да, в своем настроении сохраняется total black, да, черное на черном, все сдержано. Ну, на туфельках, я думаю, что нам сложно будет сейчас показать. Покажем. Ну, я думаю, что фотографии будут. Да, мы прикрепим фотографию, и будет видно. А я вам, знаете, что еще хочу добавить? Что мы же говорим про тренды, да, и мы говорим про тренды, которые не просто несут, да, что вроде бы я современный человек, ну, вот не только про одежду, а которые тренды, которые про ценность. И когда вы используете одну вещь или один аксессуар в разных комбинациях и способны проявить креативность, да, использовать эти аксессуары по-разному и в разных интерпретациях, да, вы говорите о чем? Вы говорите про свою креативность, про свои расширенные рамки интеллекта вашего, да, что вы готовы к новому, а это тоже тренд. Про гибкость, про трансформацию, способность меняться и подстраиваться. Да. Сейчас тренд на разумное потребление. И как раз, когда вы цветок можете постирать и использовать его много раз, в разных интерпретациях, да, и по-разному обыгрывать свой простой вроде бы образ, это, конечно, говорит про то, что вы в тренде, вы современный человек, и вы чувствуете актуальные тенденции сейчас. Ну что, мы рассказали про эту новинку, про эту красоту. А знаешь, что я бы еще предложила? Я бы еще, возможно, предложила использовать этот цветок на браслет или на кольцо, например. Посмотрите, если на кольцо использовать, мне кажется, это тоже будет интересно. Представляете, как много вариаций. Я вам очень рекомендую посмотреть внимательно на цветы, найти свои формы и пробовать как можно больше. А мы продолжим. Да, мне уже захотелось. Конечно, можно его спокойно использовать сзади, вот на хвосте, поэтому бесконечное количество. И так интересно, Ань, что тренды, они же не появляются просто так, они рождаются из жизни, потому что мы на самом деле сейчас вот в этой скорости, да, не успеваем порой менять эти образы, а когда есть возможность быстро это сделать, да. Здорово. Ну
Ну еще смотрите, как раз у современного человека окружение разное, да. И есть люди, которые, где важно проявлять такую, знаете, знание культурного кода, да, как вот, например, использовать камелию, Шанель, использовать горох, да. Но есть еще современные люди, которые вот эту более легкую энергетику, да, более яркую энергетику воспринимают, ну, как свою, да, и в этой аудитории ты, используя какие-то яркие цвета, уже будешь чувствовать себя, ну, как рыба в воде, да, и тебя будут воспринимать тоже своей. Поэтому посмотрите, какие есть прекрасные цветы, да, и вы можете использовать такой яркий цветок. Легкий такой код, когда на витринах стоят лаймовые платья, и всем все понятно, и ты появляешься с лаймовым цветком, все в тех же джинсиках, футболочке, но с лаймовым, все понимают, да, эта девочка в тренде, она наша. Да. Вы можете немного изменить свой образ, ремень джинс надеть поверх пиджака, и этот цветок прикрепить сюда к ремню. Классно. Вы подчеркнете талию, вы подчеркнете женственность, да, и цветок у вас будет на талии. То есть еще тонкую талию вы еще акцентируете цветком. И представляете, какой... Наташа уже все это делает. Это потрясающая идея. Когда мы примеряли под пиджак, я понимала, что что-то тут не то, я буду его прятать. А вот это классная идея, те же широкие плечи, которые в тренде, да, та же моя белая футболочка, которая освежает этот вид. И при этом мы еще и цветочек покажем всем своим. Обращайтесь к стилистам, потому что как мне у меня на курсе, да, девчонки узнают очень много вот этих вот возможных вариантов, и они говорят, что никогда не думала, что так можно было. Оказывается, да, так можно было. Супер вариант. А как лучше, Ань, по центру оставить или... Можно по центру, а можно смещать и в бок. То есть тут, в принципе, да, уже вот как будет желание. А еще, если мы приподнимем рукава до локтя, посмотрите, акцента на талии будет еще больше. Посмотрите, да, сужается талия, еще больше сюда уходит акцент. И появляется изящество больше. Правда, да? тот же черный пиджак, он теперь стал не столько вот таким квадратным, да, современным, именно с мужского плеча, а он уже смотрится как женский жакет. И акцент, да, такой яркий акцент, который всегда к вам привлечет внимание. Отлично. Скажите, круто. А если вам вдруг захотелось почувствовать себя более нежной, более женственной и показать вот ту самую свою грань, которая хочет заботы, хочет внимания, да, вы можете использовать более нежные цвета, да, пастельные оттенки цветов и формы лепестков. Вот про форму мне все хочется сказать отдельно. Надеюсь, я попозже об этом не забуду напомнить. Вот, вы хотите как раз почувствовать такое вот романтичное состояние или наоборот проявить романтичное состояние, потому что вы так чувствуете себя сейчас. Да? Вы можете использовать цветок более нежного цвета, да? Ну, скорее всего, красную помаду уже, наверное, придется сменить на более нейтральную. Потому что настроение обычно либо нежное, либо вот такое уверенное, да, когда ты готов говорить, а здесь все-таки хочется больше чувствовать с розовым. Да. Больше чувствовать, более расслабляться, да, чувствовать тело, чувствовать пластику. Да, голубые джинсы, белая футболка, лодочки, и ты в спокойном состоянии идешь навстречу с собой, например, да, а не навстречу уже. Ну, может быть, навстречу со своим мужчиной ты идешь, например, как раз ему хочется проявить заботу, ему хочется побаловать тебя, проявить внимание к тебе. Вот как раз и ты расслабляешься, нежишься. Это прекрасное состояние. Мы же женщины разные, нам разное хочется испытывать. И как раз представляете, всего лишь та же самая одежда, да, но разные аксессуары. И как мы даем разным своим граням проявиться, да, и как мы транслируем миру свое состояние, и как мы входим в коммуникацию, вам уже меньше слов надо сказать, да, когда вы говорите образом, когда вы не говорите вербально, а говорите образом. Мне кажется, с цветком можно вообще молчать. Согласна. Особенно, если у вас вот такой цветок, вот такая красота. Посмотрите. Сам скажет за себя. Цветок точно скажет за себя, да. Ань, куда можно надеть такой цветок?
Такой цветок, в смысле, в какую ситуацию надеть? Да. Или на какое место на Нет, теле, на на какую образе ситуацию? надеть? На какую ситуацию можно надеть? Ну, смотрите, например, Наташа, ты взяла этот цветок с собой, а он, кстати, девочки, он раскладывается в плоскость. Представляете, вы можете играть с формой. Он может быть плоским, да, и вы можете использовать его на бедро, например. Он может быть объемным, он может быть менее объемным. Ну, то есть, кроме того, что вы Если еще платье меняете черное, одежду, то он может сзади на спинке Да. подчеркивать изгибы. да, представляешь, если открытая Да. спинка, все, фантазия понеслась. Ну, смотрите, например, у Наташи футболка вот та же самая беленькая, да, черные лодочки, джинсы и, например, черный ремень и с собой вот этот цветок. И ее вечером пригласили в клуб, да, представляете, что это будет за феерия? Представляете, как она будет в клубе выглядеть, да? А когда ты этот цветок ощущаешь на себе, как ты начинаешь двигаться, да? Представляете, сколько энергии она может тоже Ну, в центре внимания проявить. точно будешь. И точно будет в центре Без вариантов. внимания. Потому что даже Да. само настроение всегда поднимает. Когда ты надеваешь цветок, это уже ощущение праздника. Мгм. Ты уже выпрямляешь спинку. Да, Ну, да, конечно, окружающие тоже это считывают. Ну, не заметить, да? Конечно, Не конечно. получится такой Не заметить цветок. точно не получится. Да. Мне хочется сказать, что когда вы приходите на, допустим, коктейльную встречу со своими бизнес-партнерами, да, на тот же самый черный пиджак, на костюм брючный, на костюм с юбкой, на платье строго или такое, знаете, простое платье-футляр, вы будете использовать этот цветок, всегда ваш образ будет выглядеть просто, ну, настолько фееричным, настолько ярким, запоминающимся и таким сильным впечатлением, да, всегда будет оставаться в памяти у людей, которые будут вас видеть, да, где-то на фотографиях вы всегда будете выделяться и всегда на вас будут обращать внимание. Поэтому, конечно, этот цветок очень много вариаций имеет, куда можно использовать его. Еще, кроме того, этот же цветок может быть разного цвета, правда же? Он может быть также исполнен в каком-либо принте, да, он может быть исполнен в разных цветах, ну, как бы цветовых комбинациях даже. Белоснежный цветок может быть свадебным. Конечно. Он даже не может быть, мне кажется, он обязан быть Да. свадебным. Да, и то же самое, да, если вы хотите совсем простой свадебный наряд, да, совсем простой, даже та же платье-комбинация, да, Такая или эстетика будет. какой простой брючный костюм, да, и вот с этим цветком представляете, как будет выглядеть ваш свадебный наряд и какая вы будете элегантная Оригинальная. невеста и оригинальная, да. А еще у нас скоро выпускные, да, будут у девушек. И это тоже Это вариант. вот прекрасная идея для выпускных нарядов. Я сомневаюсь, что мамам выпускниц стоит использовать такой размер цветка, ну как раз вот самим выпускницам это будет изумительная идея. Тоже так же платье, Когда которое девочки подчеркивает стараются быть в центре фигуру. внимания, самое лучшее Конечно. платье. Конечно. А тут стопроцентный вариант, когда ты Да. точно привлечешь Да. самое большое внимание. Я вам скажу, что у меня дочь была совсем недавно выпускницей. Я же создаю выпускные наряды и образы тоже продумываю и создаю. И как раз эта идея, вы знаете, не для всех. Не каждая решится, Правда? вот да, использовать такой цветок. Поэтому вы точно будете выглядеть не как все. Вы точно будете таким эксклюзивностью выглядеть вот на фоне других, поэтому Которая на всю жизнь я останется на фотографиях, Конечно. представляешь? Да. Всей школы. Да. Поэтому обратите внимание, это очень шикарная идея. Ну а мамы выпускниц могут использовать, да, менее такой объемный цветок. И как раз, если этот цветок будет еще в цвет наряда вашей дочери, как раз представляете, как это будет красиво, как это будет элегантно, как это будет нежно и уместно для этого случая. Так, хорошо. Мы сказали очень много вариантов для вас, но еще не рассказали про известные, я думаю, вам, а может быть и неизвестные варианты чокеров. Да? Когда мы используем небольшой цветок, не всегда есть желание ярко и громко, я бы сказала, проявляться. Да? Поэтому вы можете использовать небольшой цветок, который, опять же, простой образ сделает оригинальным, отличным от других. Вот так, да, так перевернем.
Вот посмотрите, когда вы используете леопардовый принт, да, вы опять же говорите о чем? У меня Вы сменное говорите, настроение. да, вы говорите, что вы такая игривая кошечка сегодня, и вам интересно, что вам мир может предложить. Вы с удовольствием поиграете с миром. Да, но кроме того, что вы можете носить этот цветок как чокер, вы, конечно же, можете носить его в волосах. Да? Вы, конечно, можете носить этот цветок на запястье. Да? Посмотрите, как интересно смотрится. Женская рука и женское запястье – это очень такое хрупкое место на теле женщины. Да, и оно всегда тонкое, и когда мы умеем пластично играть нашими запястьями, нашими руками, это, знаете, так завораживает, завораживает. И, конечно, это говорит про вашу внутреннюю такую энергию, именно женскую энергию. Поэтому обратите внимание, конечно, вы можете использовать на ремень этот цветок, и это тоже будет интересно. Вы можете использовать на предплечье, возможно, у вас топ будет с открытым плечом, да, как бы разные варианты есть одежды. Тоже Здесь надо будет продумать, наверное, резиночку, чтобы это держалось да? плотно, да? Ну, можно, вот, можно, почему? Можно тот же шнурочек повязывать, и можно оставлять ленточку, она тоже будет интересно добавлять. Да, это он не скатывается. не скатывается, не будет скатываться. А еще подскажу вам вариант. Вы можете этот цветок использовать на сережку. Ой, это вообще... Это то, что сейчас заходит, это серьги и кольца. Мне очень интересно, кто успеет первым. Твоя новая разработка, представляешь, как это Да. смотреть? Еще и большая серьга. Очень круто. Не думала. Я могу зависнуть сейчас, понимаете, любую. Я не думала про то, что еще есть серьга. Посмотрите еще вариант, когда мы используем красный цветок, да, когда это вот цветок кармен, проявление страсти, вот, представляете? И все та же футболка, все те же джинсы. Я уже на свидании. Да, да, уже на свидании. И сразу читается, о чем, да, девушка хочет сказать. Я уже на выступлении, то есть у меня красные губы, Да. красный акцент, я могу Да. выступать, я буду привлекать внимание. Конечно. Будет Потому что запоминаться, да. И когда мы держим акцент яркий возле лица, и когда у вас красные губы, у людей задерживается взгляд на вашем лице. И пока человек рассматривает, что у вас тут яркого, интересного, он слушает, он видит, как двигаются ваши губы, и он слышит, о чем вы говорите, и людям закладывается как раз то, что вы говорите в мозг, в память, та информация. Отлично. Ну и точно так же вы можете использовать и на запястье, и на пояс, и на сумочку, да, и на щиколотку, и на туфельки. Так что запоминайте эти варианты. Очень хотелось показать для вас вот такую фактуру цветка. Это хлопок или лен? Это хлопок. Это хлопок. Вот посмотрите, какая экологичная фактура, да, используется здесь. И насколько этот цветок смотрится замечательно и прекрасно. И с джинсой, да, с денимом он будет смотреться. Кстати, цветок может быть из денима тоже. Так. Да. Отлично будет. И с хлопком это смотрится, и с льняными вещами будет красиво смотреться, да. И с натуральным шелком крэш будет смотреться. И с принтом тоже летним будет очень хорошо смотреться. И с вискозой. То есть, в принципе, такой летний вариант цветка, который вы можете использовать очень спокойно в современной одежде. И это не будет, знаете, так, ну, у нас бывает, да, что вот, ну, слишком я какая-то сегодня нарядная, да. Если я использую цветок как раз из более повседневного материала исполненный, да, у вас образ будет говорящий. А здесь еще и округлые лепестки, это еще делает более спокойным образом. Да. По поводу формы цветка мне все хочется сказать тоже. Мне кажется, мы как раз переходим мы как раз, углом, да? подходим к новым формам. Вот смотрите, еще есть какая прекрасная, нежная форма цветка. Посмотрите, как он пластичен. Да, а посмотрите, как можно его перевозить в чемодане, да, и как можно его стирать спокойно, потому что это ткань, да, потому что здесь нет какой-то пропитки. Вот, и как можно его в стиральной машине запросто стирать. Да. И он как раз про нежность, про пластику, да,
Посмотрите, как смотрится такой цветок. И опять же, с простой белой футболкой. Да? Если у вас будет плюс к этому шелковое платье или шелковая блуза, да, еще более элегантным, еще более таким благородным будет выглядеть ваш образ. Вот я себя чувствую с этим цветком очень живой, энергичной, потому что вот эти воланы, они задают как бы настроение, и как будто бы я тоже становлюсь более мягкой, энергичной. Но в то же время за счет цвета он же дает энергию, он задает вот эту силу энергии, да, она пластичная, но она напитана силой. Градус увеличивается. Да, градус поднимается. Вот. А когда мы используем более мягкий цвет, здесь больше, ну, такой нейтральный цвет, да, здесь, моя любовь. здесь больше как раз внимание на пластику, да, вот на эту такую пластику, на текучесть материала. За счет веревочек мы тоже добавляем игры. Конечно, да. Их можно показать, их можно, в принципе, спрятать. И ты уже в белой футболке, но ты не такая простая, ты не просто. Ты с цветком, при этом он не яркий, да, губы здесь бы, конечно, я не стала красить ярко. Я не знаю, смотря что тебе хочется проявить. С таким белым молочным яркие губы прекрасно смотрятся. Посмотри, как вы видите, да, это лицо? Как человек меняется на Как она глазах. играет, интересно. Да. Давай-ка я немножко еще поиграю с этими длинными веревочками, да, и с образом, потому что это тоже может дать какую-то вариации, да, и разное наше преображение, когда вы можете использовать, допустим, его вот здесь и вот таким вот образом завязывать, да. Здесь идет у нас акцент на грудь, и еще кроме этого вы еще акцентируете грудь, да. А если вы будете еще больше создавать такую, как форму лифа, посмотрите, да, и держится хорошо. И в то же время, ну, вот этот вот бельевой такой налет, да, который сейчас актуален, вы тоже здесь как бы проявляете знание этого тренда, да, и в то же время цветок используется. А какой купальник? Да. Еще один цветок. И купальник готов. Купальник готов. Супер, просто супер. Можно? Это и два цветка, это и купальник. Да. Можно сместить на середину, например, тоже так же. Будет акцент на груди, да, и цветок может быть посередине. Как вариант. Корсеты вариант, да. сейчас в Конечно. моде. И мы просто завязываем и оставляем Да. цветочек в центре. Да. Те же джинсы. А еще мы можем, например, использовать как портупею, пока не знаю, как завязать. Ну, вот что-то, допустим, может быть вот такое, да. Вариант портупеи тоже сейчас актуален, да, и тоже также вы можете использовать цветок на портупее. И здесь такой, знаете, эклектика получается, да. И вообще, когда мы используем цветы, мы часто создаем эклектичные образы, когда мы сочетаем несочетаемое, так же, как жесткий пиджак и цветок. Это же мужское и женское мы сочетаем в одном образе, да. И опять же мы говорим про свою какую-то креативность, про свои широкие возможности. И, соответственно, люди воспринимают, что вы человек широких возможностей, вы интересный, да. Вот это модно, это в тренде, да, сейчас быть таким многогранным и использовать варианты. К эксперименту. Да. Ну, дальше мы можем передвинуть наш цветок, например, вот сюда. Но это портупея у нас также и останется, да. Футболка может быть темная, например. Тут, в принципе, любой вариант. Это может быть, я не знаю, майка, алкоголичка. Не обязательно шелковая блузка, это может быть рубашка, сорочка. То есть тут море вариантов. Да, даже на пиджак можно также тоже надевать. Это тоже уже будет новое какое-то прочтение, да, новая какая-то интересная идея. Ну, конечно же, вы можете использовать на пояс этот цветок. Не видно немножко, да. Вот, и также можете его на сумочку использовать. Это будет тоже хороший вариант.
И даже на ножку сзади. Да, да, да. Но здесь, наверное, два все-таки нужны. Мгм. Мгм. Я тоже думаю, да, что два будет лучше. Ну и на бедро тоже, кстати, будет интересно он использоваться, когда вот не просто на пояс, а именно на бедро будет свисать. Тогда вы акцент смещаете на свои бедра. Так, ну что, мы можем завершить уже наш рассказ, да, хотя это безграничные возможности. Нет, я не сказала про Самое форму. главное. Между прочим, я же все как на потом откладывала. Смотрите, о чем мы всегда еще разговариваем с моими девчонками у меня на курсах. Обязательно мы говорим о природной данности каждого. Каждый из нас, каждая женщина эксклюзивна, как не бывает, знаете, похожих деревьев, травинок, да, мы все разные абсолютно, и женщины тоже, мы все разные. И у нас у каждой свои черты лица, да, и свои вот эти изюминки. И когда мы умеем их подчеркивать, да, когда мы вторим линиям своего лица или наоборот создаем вот это вот, знаете, такое соседство, спорящее немного, да, когда на этом споре наша женственность еще более проявляется, да, тоже создается другой совсем образ. Вот посмотрите, когда мы используем округлые лепестки, да, и Наташина округлое лицо, да, становится еще более мягким, да, ее линия такие нежные, мягкие. И когда мы используем, ну, мы постараемся не обращать внимания на цвет, конечно, да, когда мы используем более острые лепесточки, да, и форма лепестка более острая, где-то у нас был розовый цветочек. Да, сейчас, подожди, до него пойду. Вот он, да. Когда мы используем более острые лепесточки, посмотрите, да, вроде бы нежный цвет, да, Наташиной нежности точно так же вторит, но лепестки уже более острые, да, и Другое создается настроение. другое впечатление, другое настроение, да, интересно. А посмотрите, еще есть лепестки, которые длинные, да, такие. Они вроде бы пластичные, но они все-таки структурные, да, они топорщатся. И посмотрите, какое сразу здесь настроение другое. просто двигаться. Да, да, да. Двигаться, топорщиться, я бы сказала, да. Ну вот, как раз как у меня вторит, да, вот это именно форма моим чертам, немного таким угловатым, да, остреньким как раз, да, вытянутым каким-то таким. Вот. У Натальи такая создается, появляется спор, и ее лицо на этом фоне еще больше выделяется, да. И вот эта вот игра, да, когда она может использовать линии, которые не совсем про нее, но она с этим играет, да, и посмотрите, как это здорово тоже, как это, какое это создает состояние, какое настроение Видели, другое. как меняет состояние Смотрите, человека. другое, да, впечатление совсем другое. Ну и точно так же мы можем играть с одной формой, но представляете, с разными цветами, да, например, использовать чокер черного цвета, да, какой создает образ, какой такой тонкий акцент, да. А посмотрите, когда мы яркий используем цвет, та же самая форма, когда используется еще другой цвет, да, или, например, желтый, абсолютно разное настроение. Если вы поживете с каждым цветом, да, то как раз вы почувствуете разное настроение. Ну, кстати, у меня занятие на курсе с цветом, оно всегда самое бомбическое. Но почему-то всегда вызывает максимальные эмоции. Посмотрите, тут мне пришла новая идея. А если вы будете использовать два, например, цветка сразу, вот два ярких цвета. У нас сейчас в цветоделии зарождается новый, самый-самый новейший тренд. Это когда цветы живут своей жизнью. То есть прям комбинации из цветов делают. Представляешь? Отлично. Насколько тренд прижился. Да, мне кажется, он будет только развиваться, расширяться. И не скоро этот тренд покинет, вот, не знаю, не то что подиум. Как ты думаешь, про что? наша Про гардероба. женственность, про то, что мы наконец-то пришли к ней, и это наше отражение? Про то, что мы позволяем наконец-то себе проявляться собой. То, с чего мы начали, да, что тренды это не просто выдуманные истории, это отражение нашего внутреннего мира. Да. Поэтому сегодня разговор о ценностях, как важно то, что внутри, транслировать наружу. Конечно, и это тоже тренд, проявляться собой, не брать картинку и на себя надевать, понимаете?
а именно Рассказывать осознанно истории не про думать. других, а про себя. Да, думать, как я могу проявиться. Я очень рада, Ань, что ты сегодня пришла к нам в Дом цветочной моды. Столько вариантов показала, честно, которых я даже не представляла. Буду рада, если еще раз придешь. С удовольствием. С огромным Подписывайтесь удовольствием. на Анну Федорову, индивидуального стилиста, дизайнера, наставника, креативных специалистов.